Последние 2,5 года я наблюдаю, как каждый месяц практически ты перемещаешься из страны в страну. И это все благодаря тому, что ты работаешь удаленно, работаешь в IT. Правильно? Да, все так. Расскажи, сколько стран ты посетила за это время? Слушай, не сосчитать общее количество стран где-то порядка 35. За прошлый год было чуть больше 20 стран. Но это так с ними. Там, если считать, в каждой стране насчитаешь еще 5 поездок разных. Ну, в этом году, я думаю, 10 уже есть. Ну и как ты выбрала пойти в IT? Случилось абсолютно случайно. Я тогда жила в Киеве, и у меня подруга работала рекрутером, и как-то там у нас была ситуация, что я каким-то чудом уговорила водителя маршрутки на майские праздники взять нас в большую компанию из 4 человек с собакой, кошкой, всеми и поехать, хотя билетов нигде не было. И она мне после этого сказала, говорит, слушай, с такими талантами договариваться ты была бы классным рекрутером. Я как-то посмеялись, через 2 недели я уже работала в своей первой компании. Скажи вообще о своих вот этих путешествиях, что тебе запомнилось, может быть, какая-то страна. Все-таки 30 стран, это, я не знаю, прям, наверное, не каждый взрослый человек, которому там за 50 лет может похвастаться такими достижениями. Да, мой паспорт закончился, теперь уже там нет страниц совсем. Вот буквально пару дней назад въезжала, меня спросили, и куда будем ставить штамп. Вот. Запомнилось больше всего, наверное, из последнего яркого. Я очень полюбила Швейцарию. Мне очень нравятся горы. И швейцарские Альпы — это то, чего ничего похожего я нигде не видела. Вот только буквально месяц назад, да даже не месяц, несколько недель назад я вернулась из Азии, и там меня впечатлил, например, Сингапур. С каждым путешествием действительно ловишь себя на том, что впечатлиться все сложнее. Вот этот порог впечатлений, хотя у меня порог радости очень низкий, меня обрадовать легко, но именно чтобы впечатлить, ты ходишь по старым городам и думаешь, ну я это уже видел много раз. Другого цвета домики, ну хорошо. Но вот именно какие-то природные восторги, вот они происходят постоянно. Планируешь ли ты эти поездки? Ну и за сколько ты планируешь? Вот, к примеру, ты говоришь, из Азии только вернулась. Ты за месяц, за 2 купила билеты, нашла там квартиру. Как это происходит вообще? Чаще всего план очень примерный. Вот, например, в начале весны я выписала список стран, которые было бы интересно или неплохо заехать весной, после чего просто попыталась раскидать это по датам, вспомнить, у кого когда дни рождения из друзей в этих странах. Ну вот, и весной у меня сейчас такой, как объезд друзей по разным странам. Бывает, подстраиваю, да, под то, чтобы с кем-то увидеться, бывает, подстраиваю под «никогда не была, и вот она свободная неделя», бывает, подстраиваю под рабочие конференции, в том числе, под рабочие корпоративные поездки. Но я не планирую заранее, хотя стоило бы. Мой самый такой дальний горизонт планирования — это месяц. Мне помогает бумага и ручка, я просто пишу, записываю все то, что куда хочется, потом пытаюсь раскидать по месяцам, дальше более конкретно, смотрю билеты, покупаю. Бывает, все идет не по плану. У меня, поскольку езжу много, часто что-то идет не по плану, тогда уже это там, день в день, вот все переделывается на ходу. Но обычно билеты я покупаю за неделю, за 2. Нужно знать, где их покупать и как их покупать, чтобы это не выходило сильно дорого, поэтому тут проблемы особо с этим нету. Ну так вот, поделись с нами лайфхаком, где покупать не сильно дорого билеты. Ох, должна была бы быть реклама, но нет. Есть агрегаторы неплохие, на которых нужно мониторить, сопоставлять несколько агрегаторов. Часто на сайте агрегатора билеты могут быть дешевле, чем у самой авиакомпании, а бывает дороже. И вот если находишь какой-то маршрут на агрегаторе, нужно потом пойти по каждому из перелетов в каждой конкретной авиакомпании и посмотреть, сколько это стоит на сайте. Так можно сэкономить, на дальних перелетах до $100 совершенно спокойно. Ну вот, а бывает, что находишь сайт у авиакомпании, видишь, там стоит, не знаю, 50 евро, переходишь на агрегатор, а у них какое-то сотрудничество заключено, и получается, что билет стоит там 30, например. Важно смотреть и сравнивать. Никогда не нужно покупать билеты, вот я там привык и там буду покупать. Нет, нужно смотреть разные ресурсы, сравнивать. Ну вот, с жильем то же самое.
самое, есть несколько, стандартно Booking, Agoda и Airbnb, смотришь, сравниваешь, даже одно и то же жилье на 3 сайтах может отличаться. Смотри, ты путешествуешь каждый месяц или каждый какой-то период, 2 недели меняешь жилье. А если у тебя постоянное место жительства, куда ты возвращаешься? Я возвращаюсь в Вильнюс, собственно, сейчас я здесь, возвращаюсь обычно на пару дней, перепаковать рюкзак, чемодан, с чем я путешествую. Я снимаю здесь склад, ячейку 1 метр квадратный за 40 евро в месяц, где я храню все свои сбережения, все нажитое. Соответственно, примерно раз в сезон я возвращаюсь перепаковать либо на летние вещи, либо на зимние. Какого-то постоянного жилья, именно квартиры, у меня нету уже... скоро будет 2 года как. Каково это жить без дома? А дом есть, дом в Минске. Тяжело, меня периодически накрывает, я могу поплакать. Я вчера, например, ходила по Икее, мои руки тянулись ко всему, но я купила контейнеры для хранения вещей, а не все то уютное, что мне понравилось. Но, с другой стороны, я не чувствую себя именно привязанной в тяжелом смысле этого слова к чему-то. То есть мне не нужно думать ни про коммуналку, ни про цветы, которые могут не выжить, пока меня нету, ни про какие-то вопросы бытовые. То есть меня это, с одной стороны, освобождает от очень многих сложностей, а с другой стороны, навевает такую вот тоску. Я, бывает, звоню родителям, говорю: проведите мне экскурсию, пожалуйста, по квартире, чтобы я посмотрела на дом. Ну, слушай, это все равно кайфовый, осознанный твой выбор на сегодняшний день. Такой образ жизни. Да, важно. Я четко понимаю, какие возможности мне это дает, и условная аренда жилья плюс 1000 евро в месяц, вот эту 1000 я могу потратить на 5 разных стран, поэтому это именно понимание, чего ради я отказываюсь от постоянного жилья. Все-таки очень многие сейчас задумываются о том, чтобы пойти в IT. Как попасть в IT? С чего начать? Начать с понимания «зачем?», начать с того, что захотеть, и ответить себе на вопрос, что мне там надо, потому что мотивация просто пойти в IT, чтобы много зарабатывать, она довольно быстро может сбить с толку, потому что на первых порах много не будет. Это иллюзия, что туда приходишь, и через год открывается какая-то золотая жила, и получаешь миллионы. На самом деле, в первую очередь, нужно начинать с понимания своих каких-то сильных сторон. Можно просто сесть и на листик выписывать, чего мне нравится, что у меня получается. Не надо на этом этапе привязываться к IT. Я, например, болтать люблю. Я это профессионально применяю. Вот я сейчас... на работе, в том числе часть моей работы, это болтать. Конечно, есть нюансы, но тем не менее. Если нравится постоянно копаться в чем-то, в каких-то мелочах, что-то новое пробовать, можно как-то это подвязать к тестированию. В общем, какие-то такие общие линии найти со своими сильными сторонами, со своими увлечениями, с тем, что приносит радость, чтобы не было такого, что художник идет в IT программировать, причем еще на какой-нибудь сложный язык программирования, просто потому что хочет много зарабатывать. Это то, с чего нужно точно начинать. Какие шаги нужно предпринять, после того, как определиться, что нравится, чтобы попасть в IT? Нужно сесть и выписать дальше все свои какие-то достижения, что делал на прошлых работах, чем занимался, где, в каких, возможно, конференциях участвовал. В общем, собрать все, опять же, на этом этапе не фильтруя. Для чего это делать? Для того, чтобы потом из этого составить резюме. Это самый важный этап, и резюме — это наша рекламная брошюра, которой мы себя продаем. Поэтому резюме должно быть ярким, и часто резюме бывает ярче, чем то, что на самом деле мы получаем, нанимая сотрудника, но это окей, потому что я считаю, что делай нормально и совершенствуйся в процессе. Дальше, поскольку мы выписали все важное для составления резюме, открываем редактор и составляем. Резюме должно быть четким, читабельным, оно классно, когда креативное, запоминающееся, но все системы используют трекинговые
трекинговое программное обеспечение, которое считывает вашу информацию компьютерным образом. Соответственно, все должно быть легко, читабельно и понятно для машины. Также нужно будет писать cover letter, сопроводительное письмо. Я рекомендую сразу же делать это сразу, какую-то заготовку, потом кастомизировать под разные компании. Это если мы уже к практической части переходим, когда мы уже чему-то научились, что-то умеем, понимаем, чем хотим заниматься. Вот. И мы открываем дальше работные сайты. Если это Европа, например, там Америка, можно использовать там Indeed, какие-то еще ресурсы, но лучше всего это, конечно, нагуглить. Можно гуглить работные сайты в той стране, в которой мы хотим работать. Можно искать на каких-то СНГ-сайтах вакансий с релокацией, отправлять туда резюме, но на этом все не заканчивается. Вся хитрость хранится дальше. После того, как мы отправили резюме, мы ищем контакты компании, ищем контакты рекрутеров, работающих в этой компании, и пишем напрямую. Вероятность того, что так увидят, сильно больше, особенно если мы говорим о джуниор-позициях, вот, потому что в тот же LinkedIn мне за день приходит 10 сообщений, а откликов у меня за день 150. Соответственно, вероятность того, что я увижу, больше. Ну так вот, какие технические навыки необходимо иметь для работы в IT? Прежде чем подавать резюме, ты должен определиться, кем ты там можешь быть, да, и тогда уже подыскиваешь компанию, чтобы тебя взяли. Да. Технические навыки зависят от позиции. Какого-то вот общего технического навыка, кроме как гуглить, не нужно. Помимо навыка гуглить, сейчас еще очень важно использовать ChatGPT, искусственный интеллект. Это то, что вам поможет на каждом этапе поиска работы в IT, а потом еще и в работе будет помогать. Соответственно, под специальностей уйма, областей уйма. Есть игры, есть финтех, есть какая-то другая разработка, и в каждой области, в зависимости от специальности, будут разные технические требования. Я бы скорее здесь сосредоточилась на именно в таком общем вопросе на каких-то софт-скиллах. Да, очень важно следить за трендами в вашей выбранной области. Важно следить за общими трендами в технологиях. Тот же искусственный интеллект. Когда сейчас на интервью, на собеседовании люди говорят, что не знают, что это такое, это вызывает вопросы, потому что есть вопросы к адаптивности, к тому, как человек будет ли он привносить что-то новое в работу, или он будет сидеть руками, выполнять что-то монотонное. Поэтому важно быть гибким, адаптивным, уметь гуглить, уметь получать доступ к информации, которая нужна, и технический навык уже смотреть именно под конкретную позицию. В этом помогут и Google, и тот самый ChatGPT. Требуется ли опыт, чтобы пойти в IT? Или могут взять абсолютно безопытного человека? Можно брать людей без опыта. Опыт не требуется именно... Есть джуниор-позиции, которые там прям в требованиях от года опыта. Но если этого нет, вам открыты все двери, пробуйте. И важно учитывать, что да, на такую позицию откликается порядка 300 человек. Но здесь в ход идет все то, о чем мы уже говорили. Это креативность, это такая яркость, это напор, это произведение впечатления нужного на работодателя. Выделит из толпы на этом этапе очень грамотно составленное резюме, опять же, чтобы это было не «здравствуйте, я классный, возьмите меня», а чтобы были какие-то четкие навыки, чтобы работодатель понимал, зачем ему вас нанимать, чтобы он понимал четко, кто вы. Условно, если вы хотите быть проект-менеджером, любое менеджерское образование отлично. Если его нет, пусть это будут курсы, пусть это будут языковые, пусть это будет, мне, знаете, недавно пришел на интервью кандидат, который сказал, я лидом не был, но меня в секциях за старшего оставляли часто. Отлично. Пускай. Конечно, на таком этапе, может быть, это и не нужно, но именно на стартовых этапах важно собирать все, что вы можете. То есть вот эти все сертификаты, дипломы, это все равно полезно, да? Это не решает. Я не буду выбирать, скорее всего, специалиста по количеству дипломов, но
о чем говорят дипломы? Что человек может доводить дело до конца, он может учиться, что он куда-то стремится, чего-то хочет делать. Конечно, если они еще и релевантны к специальности, это вообще отлично. Но если сертификатов нету, это не приговор, совершенно точно можно это заполнять чем-то другим. Смотри, ты говорила очень много про LinkedIn. LinkedIn — это такая платформа для айтишников, да, для компаний в основном. Там именно нужно искать вот эти компании и туда прям стучаться. Вот искать рекрутера, как ты, например, у какой-то компании, и писать напрямую, да, я подал вам резюме, пожалуйста, там посмотрите, или как? LinkedIn — это в первую очередь социальная сеть для профессионалов. Это не сугубо там платформа для поиска работы. Это социальная сеть, где лидеры мнений, в том числе, что-то выкладывают, где вы можете что-то выкладывать. Это один из самых важных вообще инструментов для поиска работы в IT. Это важно. Это не работный сайт, а LinkedIn. Что мы загружаем в ту же нашу систему, которая трекает нам кандидатов, мы загружаем профиль в LinkedIn. Когда мы смотрим профиль в LinkedIn, мы смотрим, что человек пишет, кому что комментирует, что он постит в профессиональном ключе. Соответственно, да, там есть профили компаний, есть профили специалистов. Специалисты указаны прям, они могут указать, что они работают в конкретной компании. Это социальная сеть, в которой нужно потыкаться, немножечко полазить, создать себе там профиль, и, по сути, этот профиль — это и есть ваше резюме. Указываете актуальные места работы, расписываете задачи, туда же прикрепляете сертификаты, туда же языковые курсы, можно образование, но я тут не буду скрывать, я хитрила. Когда мне нужна была первая работа, я универ бросила, я просто не указывала там годы, например, в которые училась, у меня был просто Белорусский государственный университет. Это все помогает, это все важно. Нет чего-то, что не важно. Очень часто вижу резюме, где начинающие, например, тестировщики указывают, кстати, предыдущим местом работы, например, кофейню. Я там был бариста, менеджер процесса из приготовления кофе. Вот это все. Это все в LinkedIn тоже нужно. Также важно там быть активным, что-то писать, кому-то что-то комментировать, вести себя так, как вы вели бы в другой социальной сети, себя в том же Фейсбуке, но в профессиональной плоскости. Это тоже выделяет. Ты работаешь рекрутером, да? Может быть, у нас кто-то из нашей аудитории скажет, что это, я тоже хочу. Да, Ульяна смогла, и я хочу. Расскажи, что это за профессия? Да, я помимо рекрутерских вопросов еще занимаюсь организацией конференций, мы занимаемся там и HR-задачами некоторыми, связанными там с онбордингом, адаптацией людей, то есть когда человек приходит в компанию, мы ему помогаем это сделать. Но так вот узко, профессия рекрутера — это профессия человека, который ищет нужных специалистов для компании, по запросу компании, который проводит весь этот процесс, организовывает интервью, пишет фидбэки и специалистам, и команде своей, нанимающим менеджерам. Человек, который будет отправлять вам оффер, человек, который будет за ручку идти с вами по всему процессу общения с конкретной компанией. Но ты работаешь в одной компании или ты можешь несколько компаний рекрутировать? Да, есть несколько видов рекрутеров. Есть, кстати, на первых порах, именно когда ищешь работу, я бы рекомендовала обращаться не к таким рекрутерам, как я, объясню, в чем разница. Я работаю in-house, то есть в конкретной компании. Я ищу людей только для них в разные команды, и все мое взаимодействие, я full-time сотрудник, я полный день провожу именно с одной компанией. Есть второй вид рекрутеров, которые работают в агентстве. Вот у агентства, как правило, есть много партнеров, много партнерских компаний. Если это агентство, которое занимается наймом в игровые компании, то вам логично обращаться к нему, к агентству, и в общем, они из своих партнеров кого-то там поищут, подскажут. Есть агентства, которые занимаются только, не знаю, финтех-компаниями. Соответственно, рекрутер, который работает в агентстве, он работает с множеством заказчиков. Агентство такое, как посредник. И в случае, важно проговорить, может возникнуть вопрос, если вы обращаетесь в агентство с просьбой «помогите мне найти работу», платите не вы, а компания, которая вас нанимает. Это бесплатный процесс.
Недавно по этому поводу я разговаривала с белорусами. Мне сказали, что внутри Беларуси сейчас очень сложно устроиться в айтишку. Очень большой конкурс, и даже уже если тебе старше ты 35 лет, то уже прям возможности нет попасть. Но я так понимаю, что твоя компания находится за границей. Как у вас обстоят дела? Если ты проводишь довольно-таки много интервью в день, то я понимаю, что спрос есть и устроиться можно. Да, я работаю в международной компании, на европейском рынке чуть-чуть другая ситуация. Сейчас не просто везде, важно понимать, что везде кризис. Есть специальности, в которые действительно сейчас достаточно сложно пробраться. Речь не только о тестировщиках, о которых все наслышаны. Спрос на специалистов есть. Другой вопрос, что действительно спрос на джуниор-специалистов стал меньше. Сейчас компании гораздо выгоднее взять одного сильного специалиста senior уровня, которого не нужно будет обучать, менторить, который придет, принесет свой опыт и будет делать, чем тратить ресурс на обучение нескольких джуниор-специалистов, их развитие и так далее. Действительно, сейчас позиции в основном middle или senior уровня. Но, тем не менее, буквально несколько месяцев назад у меня знакомая без опыта пришла, устроилась на HR-позицию. Разработка в мире не остановилась. Все компании работают, кто-то сокращал специалистов в штат, кто-то не сокращал. Сложность сейчас на рынке в том, что много компаний сокращали классных специалистов, и они все сейчас вышли на рынок. Соответственно, джуниор-специалисты конкурируют с теми же самыми middle или senior специалистами. Но есть компании, которые хотят нанимать именно сэкономить, нанять джуниор-специалиста. Что касается возраста, возрастных ограничений в адекватных компаниях обычно нету, прям таких жестких. Ориентироваться будут на скиллы, на все то, о чем вы написали в резюме. Плюсы и минусы работы в IT, лично для тебя. Плюсы. Мобильность. Я могу ездить, путешествовать так, как мне удобно, когда мне удобно и куда мне удобно. Плюс в том, что я езжу на много конференций с компанией, с командой. Это тоже очень интересный опыт. Зарплата, которая покрывает мой такой образ жизни. Мне очень нравится динамичность этой отрасли, и я чувствую, что время двигается, мы идем куда-то в будущее, и я вместе с моей работой тоже. То есть ощущение этой жизни, движения, это меня очень драйвит. И я работаю в разработке игр, и у нас в целом отрасль такая очень, очень теплая, очень уютная, и мы все тут, поскольку каждый день мы работаем с играми, с рисунками и с прочим, такое немножечко атмосфера праздника всегда, она где-то у нас есть. Это я тоже очень люблю. Минусы. Очень высокая нагрузка, и, конечно, как мы сидим на стуле целый день, смотрим в экран. Не знаю, мне ноутбук тяжеловато таскать с собой всегда, но это такое. Наверное, еще упомяну, что это вечное такое развитие, что ты не останавливаешься, но с одной стороны плюс, потому что чувство жизни есть, а с другой стороны мне, например, страшновато иногда что-то упустить, страшновато пропустить какую-то технологию, как тем же искусственным интеллектом, и оказаться невостребованным. Такая конкуренция, такая нагрузка, такая динамика, она так или иначе дает свой такой стрессовый отпечаток. Да, выбираем максимально комфортные компании, комфортные команды, но нужно понимать, что уровень этого стресса иногда будет просто прибивать к кровати, лежать. Сейчас в интернете очень много возможностей учиться, в IT. Есть какие-то ресурсы, где стоит это делать? Может быть, ты нам назовешь? Да, наверное, самый простой, самый популярный ресурс сейчас Coursera. Это большой образовательный портал, где собраны курсы из разных университетов, от разных лекторов. Там же можно получать и сертификаты, о которых мы уже говорили. В том числе есть много разных сайтов, которые предлагают обучение в таком игровом формате. Например, тот же есть сайт Java Rush. Если хочется учить Java, там это все с играми, с какими-то интересными тестами. Я в целом рекомендую не садиться за книжки и не обкладывать ими просто потому, что станет скучно. У EPAM есть неплохие курсы, которые в том числе направлены дальше на практическое применение. Не знаю, работает ли сейчас их лаборатория, но курсы эти все, я думаю, остались в доступе. Можно читать статьи на том же на Хабре.
есть сайт с курсами Udemy, можно их все гуглить. А, как я уже упоминала, ChatGPT тоже подскажет, куда обратиться. В целом, любые вопросы, которые будут возникать по ходу, помимо того, что можно будет задавать в комментариях, я прибегу, отвечу, еще можно задавать в ChatGPT. Он даже имеет навык подбирать под ваш запрос учебную программу. Сейчас из Беларуси много, может быть, вопросов будет, как уехать айтишнику из Беларуси, либо как устроиться по айтишке и уехать из Беларуси. Может быть, какие-то советы в этом направлении ты дашь? Совета какого-то здесь не будет, скорее просто искать вакансии с релокацией. Сейчас очень для многих компаний важно, чтобы сотрудник находился территориально не в России и не в Беларуси, поэтому готовы вывозить сотрудников, в том числе начинающих, готовы релоцировать сейчас популярное направление, помимо тех же Польши, Грузии, Армении и Сербии в том числе. Поэтому нужно иметь документы готовыми и искать, спрашивать про такую возможность, в том числе, даже если это не указано, можно спросить, объяснять, что хочется уехать, и таким образом. Уля, спасибо тебе большое. Я хочу у тебя спросить. Мы, скорее всего, не все вопросы с тобой оговорили, и у людей, которые будут смотреть наш выпуск, появится много новых вопросов. Могут ли они задавать тебе вопросы под этим видео, чтобы ты могла на них ответить? Да, прибегу, найду в нашей стрессовой айтишной рутине время, прибегу, отвечу без проблем.